Всем привет! Топ-5 средств для жирной кожи. Распространенный миф или заблуждение, что жирность кожи возникает из-за средств, которыми мы пользуемся. Увлажняющие солнцезащитные крема не делают твою кожу более жирной. Выработка кожного сала в значительной степени регулируется гормонами. У женщин во время овуляции уровень прогестерона повышается, что делает кожу более блестящей и жирной. А у мужчин изначально более жирная кожа, чем у женщин, из-за андрогенов и тестостерона, что приводит к повышенной жирности кожи. А у некоторых людей изначально большие сальные железы и более заметные поры. Если ты ищешь солнцезащитный или увлажняющий крем, который не сделает твою кожу более блестящей и жирной, перестань искать. Тут надо понимать, что жирность кожи и увлажнение не одно и то же. Я перечислю тебе средства, которые помогут контролировать жирность кожи и уменьшить поры. Люди с жирной кожей думают, что кожу нужно высушить, но это не так. Маски из глины, например, каолин. Глина отлично впитывает влагу и уменьшает блеск, но она никак не повлияет на количество кожного сала, которое выходит из сальных желез. Однако хорошо подготовит твою кожу к крему. Все мы знаем, что солнцезащитные крема отражают свет и действительно заставляют всех блестеть, а если у тебя жирная кожа, то это будет только усиливаться. Если нанести глиняную маску с утра, это поможет тебе убрать лишний жир с поверхности кожи и подготовить кожу к крему. Далее нанести крем, который ляжет более равномерно и не будет так блестеть. Следующее средство ниацинамид относится к группе витамина В3, обладает противовоспалительным действием, улучшает эпидермальный барьер, снижает гиперпигментацию и уменьшает покраснение. Ниацинамид не антибиотик, поэтому не нужно беспокоиться о развитии бактериальной резистентности. 4,3% свидетельствует о снижении тяжести акне. Но помни, высокий процент ниацинамида не всегда хорошо для кожи. Это может быть слишком раздражающе. Следующее средство – зеленый чай, то есть полифенол. Обладает также противовоспалительным действием, снижает покраснение, очищает поры, помогает при гиперпигментации. Четвертое средство – салицил-ацид, BHA-кислота. Это химическое отшелушивание. Кислота хорошо проникает в жирные участки кожи, особенно в поры, уменьшает сыпь и пигментацию. Но вводить в уход нужно постепенно, на ночь несколько раз в неделю, а когда кожа привыкнет, уже на ежедневной основе. Салициловая кислота, так как она хорошо проникает в поры и она разрушает связь между клетками, что приводит к обновлению кожи. Пятое средство – ретинол или ретиноид. Витамин А. Это действительно может помочь в подавлении выработки кожного сала на уровне сигналов гормонов. Помогает контролировать обмен в клетках и очистить кожу. Адеполен – отличный выбор, который можно купить без рецепта. Еще влияет спорт, так как физические нагрузки регулируют уровень инсулина и глюкозы в крови, а также снимает общее воспаление в организме. Влияет и стресс, повышается уровень кортизола, что также проявляется высыпаниями. Как вы видите, образ жизни имеет большое значение, а косметологические продукты помогают свести к минимуму жирность кожи и в определенной степени контролировать ее. Подписывайся и ставь лайк, если это видео было для тебя полезным.